Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. И сегодня мы знакомимся с одной из самых лучших NFT Play to Earn игр 2022, и я думаю, одной из самых лучших, особенно в 2023 году, это Age of Mars. Радует тот факт, что на данный момент есть уже две NFT игры, которые позволяют зарабатывать, и вот неплохо стартовавшая уже Cannaboys, вот кустики, которые у меня растут. Видео Cannaboys я снимал на канале, вот вышло за последнее время два видео, особенно смотрите вот последнее видео, в котором я рассказал, как построил свою ферму, которая приносит более $700 в месяц. Там все довольно просто и понятно, так что смотрите это видео. Но мы возвращаемся к Age of Mars. Я эту игру заметил на самом деле очень давно. У меня все никак не доходили руки в ней разобраться. Ну, нужно было, в принципе, время, да, понять, что это за проект, не скоманется ли он там за неделю, за месяц. Но нет, он не просто не скоманулся, он с семимильными шагами развивается, очень планомерно и уверенно. Игра существует уже более 3 месяцев, и примерно тогда же я о ней и узнал. Игра не пытается как бы сделать мега какой-то хайп, там за месяц собрать там 500 тысяч долларов или $1 миллион вложенных денег и скомануться. Игра не дает возможность зарабатывать сотни процентов в месяц, но она планомерно дает зарабатывать каждый день, каждый месяц свои проценты. В игре, ребята, есть несколько способов заработка. Можно просто расстраивать свою базу, прокачивать свои NFT и зарабатывать на продаже ресурсов. Также можно прокачивать NFT и выставлять их на продажу. NFT, которые прокачаны на максимум до 10 уровня, их можно бридить. И то, что у вас получилось из двух, получается третья NFT, вы ее тоже можете продавать. Перед собой вы видите график основного токена MRT, и он, ребята, постоянно растет, он вот всю осень, зиму, все время растет. Никакого падения нет, так что еще можно заработать на росте токена MRT. Ну и также можно зарабатывать, конечно, строя свою команду за счет реферальных отчислений. Все очень стабильно. Эта игра симулятор постройки базы на Марсе. И у нас здесь есть действительно разные станции, добыча ресурсов. Ну, очень похоже на классическую стратегию в реальном времени. И если вы в ней еще не зарегистрировались, то сейчас как раз самое время, потому что в ней идет новогодняя акция. Вот эти вот видите станции, это базовые станции, которые зарабатывают денежку. Вот эти вот станции, они, как вы могли заметить, новогодние. Вот так вот выглядят обыкновенные станции. Стоят они, как видите, одинаково. Вот самая простая NFT-шка. Вход в игру начинается с бесплатной NFT-шки. Об этом сейчас я вам расскажу, как получить бесплатную NFT-шку. Мы это сделаем. Ну, а первая платная NFT-шка стоит $130. Все NFT-шки первого уровня стоят одинаково. Вот водяная станция стоит $130. Классическая кислородная станция тоже стоит $130. Но сейчас, ребята, у нас есть возможность купить такую же кислородную станцию за те же деньги $130, но зарабатывать она будет на 10% больше. Потому что это акционные станции. Так что долго не думайте, а то еще закончится. Когда вы перейдете по ссылке, вы попадете на этот экран, где вам предложат зарегистрироваться, используя два способа. Можете зарегистрироваться через email, так кому-то будет проще. Можете зарегистрироваться через MetaMask. Разницы большой нет, просто выбирайте, как вам удобнее. Вам в любом случае потом придется подключать MetaMask, чтобы там заводить, выводить деньги. Ну давайте нажмем на регистрацию через email. Переходя по моей ссылке, убедитесь, что вот в первом поле вы приглашены, у вас здесь есть код FreeNFT. Если его нет, можете вписать его сюда руками. Заполняйте поле email, username, 2 раза вводите пароль. Пароль должен содержать как минимум одну большую букву. Нажимаете галочку «Я не робот» и нажимаете кнопочку «Sync up». Ввели свои данные и попадаем сразу в это окно, где нам нужно выбрать язык. Выбираем русский. Также вам сразу же приходит вот такое вот письмо Registration on Age of Mars, где не забудьте подтвердить вашу регистрацию, нажав на вот эту вот ссылочку Confirm Registration Here. Ну, либо же можете воспользоваться ссылкой внизу. И ссылка из письма вас отправляет на Marketplace. Это то место, где вы можете покупать и продавать ваши NFT, которые бывают таких вот редкостей: Common, Uncommon, Rare, Ultra Rare, Epic и Legendary. То есть у нас есть 6 редкостей этих станций. Ну и каждая станция имеет 10 уровней. Но об этом чуть позже. Из этого же экрана вы также можете попасть на Marketplace. Вот здесь есть ссылка, где у нас вот такая вот интересная локализация. Купить NFT мои ресурсы, мои бонусы, но минтинг и to the game. Смена языка у нас также доступна вот здесь. Если вам нужно в дальнейшем подключить кошелек MetaMask, чтобы делать какие-то покупки, либо выводить туда токены, вот здесь вот горит кнопочка, нажимаете «Подключить кошелек» и подключаете. Также, если вы нажмете на шестереночку, вы попадете в настройки аккаунта, где вам предложат защитить ваш аккаунт, используя двухфакторную аутентификацию. Ну, все по классике. Перед собой видите Marketplace. Это основная страница. У нас здесь вверху есть кнопочка справа To the Game. Нажимаем To the Game и попадаем уже в игровой экран. И как вы видите, выглядит здесь все довольно прикольно. Вот реально люди
как будто бы это кино. Приятно смотреть, то что графика таки добирается до Play to Earn игр. Чтобы начать игру, нам нужно нажать кнопку Play on the Map. Давайте ее нажмем. Загружается карта. Как вы видите, уже появились у нас шарики, новогодние шапочки. Это изменения, которые внесли разработчики. То есть раньше Марс был классический красный, но сейчас у нас Новый год, Рождество, и разработчики приукрасили игру. Капитан, мы скоро прибудем на Марс. Наш корабль готов к посадке. Наша миссия на Марсе построит инфраструктуру для последующей колонизации этих территорий. Сперва нам нужно будет построить базу и развить инфраструктуру. Ключевые производства — это водные станции, оранжереи и топливные заводы. Дальше мы будем расширяться. Чтобы развивать свою базу, нужно производить электричество, исследовать почву в поиске ценных металлов. Спустя некоторое время у вас появится шанс завладеть марсианской землей, как своей частной собственностью. Но это будущие механики по продаже земли, которых пока что нет. Когда это случится, вам понадобится больше ресурсов, намного больше. Но это будет, наверное, какой-то серьезный такой переход на новый уровень игры. И самое главное, впереди метавселенная Age of Mars. И это не просто игра, это настоящая виртуальная жизнь. Удачи! Ну и ребята, которые уже играют определенное время и вот видят, что каждый месяц, каждую неделю добавляются новые фишки, игра уже на данном этапе, ребята, начинает затягивать. Становится реально интересно в нее играть. Ну и, в общем-то, нам нужно сейчас приземлить наш корабль. Тут, собственно говоря, неважно, где вы посадите, сажаем. Ну, вот пусть будет. Давайте посажу немножко вот с краю. Ну, смотрите, какая анимация. Красиво все выглядит, и шаттл хорошо нарисован. И видите, сразу появилось новогоднее убранство. Ну, а теперь нам нужно построить базу. Это наше центральное здание. Ну и наша сейчас основная задача будет наладить производство 3 главных ресурсов. Вода, кислород и ракетное топливо. Вода здесь первостепенно, ребята. Чтобы там что-то дальше строить, у вас должна быть вода. То есть сначала нужно строить всегда водные башни. Ну и тут нам говорят, что водная станция называется NFT Aqua. И нам нужно нажать на кнопочку инвентарь. Вот сюда мы нажимаем. И у нас, вот видите, горит кнопочка, ребята, получить NFT бесплатно. Давайте же ее нажмем. Но для этого вот есть единственное условие. Нужно подписаться на Twitter, Discord и Telegram. И потом вы нажимаете «Получить». И, кстати, при регистрации тут заметил такой момент. И при регистрации тут заметил один момент, что они не сильно тщательно это все дело проверяют. Не знаю, может, можно даже вписать, что попало, и оно пройдет. Но как минимум, если вы введете Twitter, уже который был подписан и зарегистрирован, то оно пропустит. То есть на один Twitter, можно, наверное, на один Telegram можно как бы зарегистрироваться несколько раз. То есть такой проверки они не делают. Может, вообще никаких не делают. Нажимаем «Поставить». Ну, пусть будет тут. Отлично, водосборник построен. Теперь у нас есть источник воды. Жаль, что это вы выбрали дешевый водосборник. Эх, едва ли хватит для нужд базы. В следующий раз раздобудьте что-то получше, нищеброд. Такая вот няшная селена нам говорит. Итак, смотрите, водосборник произвел первую партию воды. Соберите ее. Вот бутылочка. Отлично. Каждая водная станция имеет базовую емкость хранилища, которая заполняется в течение суток. Как только хранилище заполнено, генерация воды останавливается, поэтому старайтесь как можно чаще собирать сгенерированные ресурсы. Мы не можем вечно зависеть от поставок с Земли, нам нужно заложить основу марсианской промышленности. Давайте развернем командный центр, он откроет доступ ко всем базовым промышленным зданиям. Строим командный центр, пусть будет здесь. Отлично, командный центр сам себя обеспечивает электричеством. Но для других зданий нам нужно построить солнечные электростанции. Вверху мы видим, как тратятся запасы. Теперь мы готовы добывать ресурсы на Марсе. Постройте экстрактор бетона. Он обеспечит нас базовыми строительными материалами для других зданий. Давайте вот здесь. Смотрите, первые строительные материалы, произведенные на Марсе. Давайте соберем их. Ну, вот этот кубик летает над бетонным заводом. И вот они сюда, видите, добавились. У нас максималочка 300, и нам нужно будет в дальнейшем еще склады. Теперь у нас достаточно ресурсов, но не хватает электричества для постройки экстрактора металла. Нажимаем на нашу электростанцию, и нам предлагают сделать апгрейд. Это стоит 20 металла и 100 бетона. Всего у NFT-шек здесь есть 10 уровней. На 10 уровне у нас появляется возможность 6 раз скрестить эти NFT-шки между собой, и они произведут третью NFT-шку. То бишь один еще из способов, как я говорил, это прокачивать NFT-шки до 10 левела, либо их продавать, либо скрещивать и продавать, ну, либо развивать базу. Базовые металлы – второй важный компонент для строительства зданий и производства робототехники. Постройте экстрактор металла. Соберите добытый металл.
И у нас десяточка прилетела, но у нас максимальная емкость, видите, всего лишь 2. В командном центре есть небольшой склад, но он заполнен. Нам необходимо где-то хранить добываемые ресурсы. Постройте склад. Опять же, нажимаем сюда. И вот у нас здание склада. Ну, пусть будет здесь. Ну, здесь не имеет значения, у нас все-таки не полноценная стратегия. Какие-то коммуникации, по крайней мере, сейчас между зданиями нам строить не нужно. Поздравляю, мы заложили основы марсианской промышленности. Чтобы развивать нашу базу, мы должны улучшить командный центр до 2 уровня. И у нас, видите, есть даже возможность перемещать здания. Для апгрейда командного центра нам нужно 80 бетона, 15 металлов и 10 минут времени. И нам разблокируется после прокачки командного центра уровень 3 солнечных станций, плюс 1 по количеству, плюс 1 склад и 2 уровень экстрактора металла. Но, как видите, у меня сейчас не хватает металла и бетона, собственно говоря. Экстрактор бетона 1 уровня добывает 150 материалов в день. И у него есть маленькие склады, это 60. Ну и потребление электроэнергии мы видим. Ну и стоимость апгрейд. Ну все, в общем-то, красиво, продумано и понятно. Завод производит 25 металлов в день и потребляет 8 энергии. На 2 уровне он будет потреблять 12 энергии. Ну и давайте, ребятки, водичку-то соберем. Плюс 19 воды. Вы можете извлечь еще больше воды, чем раньше. Вы собрали достаточно ресурсов, чтобы модернизировать водную станцию. Каждое обновление увеличивает количество получаемой воды и увеличивает внутреннее хранилище. Ну, в данном случае воды. Выберите самую маленькую водозаборную станцию и нажмите кнопку Upgrade. Модернизация зданий занимает некоторое время, но после завершения вы получите больше воды. Давайте нажмем на нее. У нас есть возможность сделать Upgrade. Начался процент обновления станции. Через некоторое время он автоматически подаст больше воды. Вместимость хранилища также увеличится. Теперь водозаборная станция может накапливать ресурсов в течение 25 часов. И это очень положительный момент. Нам реже придется собирать ресурсы. Ну, то есть мы реже будем втыкать их собирать. В общем, ребята, собираем ресурсы, обмениваем их на токены МРТ. Токены МРТ продаем на панкейке и получаем прибыль. Чтобы включиться в игру, ребята, пользуйтесь ссылкой, которая будет в описании. Ну и как получить бесплатную водную станцию, я вам показал. Так что до встречи, ребята, в следующих видео, где мы будем развивать нашу станцию. И я буду вам рассказывать про дальнейшие механизмы, про прокачку, будем считать эффективность, окупаемость и так далее. Но это все в следующих видео. Так что до скорых встреч!